Доброго времени суток вам, мои дорогие подписчики и гости канала. Меня зовут Юлия. Добро пожаловать! Сегодня у меня для вас нестандартное, необычное видео. Сегодня не будет реакции, не будет песен. Сегодня будет 3 невероятно трогательных истории о том, как наш любимый, на этом канале, по крайней мере, наш любимый артист Димаш Кудайберген появился в жизни 3 Диарс и как он повлиял на их жизнь, что произошло в связи с этим. Мы все знаем, да, все Диарс знают, что Димаш не только талантлив, что у него мастерство вокальное на высочайшем планетарном уровне, но то, что у него есть определенные сверхспособности совершенно невероятные, исцелять душу, радовать сердце, проникать в самые потаенные уголки нашего существа. И эти истории как нельзя лучше иллюстрируют такое появление сказочное в жизни людей. И если сразу скажу вам, если кому-то не интересен в принципе разговорный жанр, кому это скучно, не нужно мне это сообщать, люди старались, это 3 женщины, Диарс, написали мне свои истории, они были максимально искренны в своем рассказе. Для них это требовало определенных усилий так раскрыться, хотя я не называю ни фамилии, ничего, кроме имен, ничего не будет. Но я прошу минимум уважения, если вам не интересна вообще такая рубрика, которую я назову, пожалуй, Dear Story, то просто переключайте, в интернете много чего интересного. Вот. А кому любопытно узнать о таких историях, то прошу, оставайтесь со мной. И первая история у нас от Натальи. 16 января 2019 года я проснулась и вспомнила странный сон, который мне приснился ночью. Мне снилась душная комната, из которой я хочу и не в силах вырваться. Смотрю в пыльное окно и вижу, как все люди собираются на праздник. От окна меня отвлек высокий и красивый, смертельно уставший парень в черной косухе. «А ты почему не идешь?» – спросил он. «Кто ты?» – удивилась я. «Я знаменитость. Хочешь на праздник?» «А как?» «Помоги мне, а я тебя научу». И он научил. Если коротко, всю ночь я по его просьбе возила его на летающем мотоцикле туда, куда он показывал, избегая людных мест, от весны до следующего снега. Проснувшись, подивилась, записала сон и продолжила жить. Жизнь моя на тот момент полностью утратила ценность. Мы с сыном остались одни, и дела наши шли все хуже. Мой ребенок страдал от предательства отца. Я не могла ему помочь, чувствовала себя брошенной даже им. Есть такой термин – улыбчивая депрессия. Живет себе человек обычной жизнью, а потом шагает с крыши многоэтажки с улыбкой. Моя жизнь уже будто бы подернулась черной дымкой, отделяющей меня от мира. Я отчаянно пыталась найти способ выбраться, ведь у моего ребенка никого, кроме меня, нет. Однажды, в самую темную минуту, я обратилась к Богу и попросила дать мне то, что вытащит меня из этой тьмы. Ничего не произошло. Я вздохнула, всплакнула и легла спать, перед сном, как обычно, решив слегка полистать соцсети. В ленте одной из них попалось видео с интригующим названием «Что-то о шокированных китайцах». Я было хотела его пролистнуть, но почему-то включила. Это был СОС. Про такое обычно говорят, как громом поразило. Я и подумать не могла, что ответ на молитву может прийти вот так, через видос с Ютуба. Песня пронзила меня насквозь. Мелодия, текст, голос. Потрясенная, я не поверила себе и решила пересмотреть его через несколько дней, на свежую голову и успокоившись. Это было 1 марта. Вернулась я к нему 5 марта.
Все эти 5 дней СОС звучало в моей голове. И с этого дня я стала Дир. Я не знала о Димаше ничего и искала любую информацию, кто этот юный и красивый мальчик с невозможным голосом. Не понимала, как эта волшебная сила может уместиться в таком хрупком, тонком теле. Очень обрадовалась, узнав, что он казах, недалекий заграничный лощеный красавчик, а свой, родной, на русском говорит. 22 марта был концерт в Кремле, и я, смотря прямой эфир, вся растворялась в музыке. Я видела себя на стадионе, а на сцене Димаш. И концерт, и праздник, и он настоящий. И я подпеваю. После эфира всю ночь не могла уснуть, переполненная энергией. Забылась сном под утро, проснулась абсолютно разбитая. Отвела сына в школу и брела домой, переваривая в гудящей голове вчерашний концерт. И вдруг, как вспышка. Я же его видела во сне. С бешено колотящимся сердцем примчалась домой, включила компьютер, набрала в поисковике «Димаш» и уставилась на фото в той самой косухе, на рекламе концерта в Астане. Я непременно должна попасть на концерт. Бог знает, откуда взялась эта мысль, и поначалу я от нее отмахивалась. Ну какой концерт? Мы остались с сыном без копейки денег и с 2 кредитами после ухода мужа. Но мысль не давала покоя. И однажды я обмолвилась о ней в своем блоге, который читала лишь пара знакомцев из прошлого. Один из них и написал: «Ну так попроси денег. За спрос не бьют в нос, я первый тебе скинусь». И прислал 100 рублей. «Гык», – подумала я. И написала объявление в никуда, чисто по приколу попросив прислать мне 100 рублей на концерт. Это было 2 апреля. В этот же день совершенно незнакомая девушка предложила мне подарить билет в фан-зону в Астане. Я до сих пор помню ее имя – Майра. И внезапно отовсюду посыпались деньги. Мне присылали их и знакомые, и незнакомые. Я не верила, что это не сон, а реальность. 5 апреля я уже покупала билеты на самолет в Астану. Когда я толкалась в фан-зоне Астана-арены, с восторгом глядя на Димаша, снова вспомнила свой сон. А ведь и правда, научил меня Димаш, как попасть на свой праздник. Вот он, тот стадион, на котором я себя представляла. После я была еще на 2 концертах. Последний был в феврале в Краснодаре, и в нашем городе как раз лежал снег. Вот такая история знакомства с Димашем во сне, благодаря которой я не только осталась жива, но и выздоровела. После я видела еще много снов, предвещавших разные события с Димашем, и почти все они сбылись. Я видела клип «Знай» за 2 месяца до его премьеры. Я побывала на онлайн-концерте за полгода до того, как его объявили. И еще много-много всего. Не знаю, почему так. Еще одно. Димаш – чудо. Да, кстати, забыла упомянуть, что в ту зиму я была уверена, что не доживу до весны. И, скорее всего, не дожила бы. Начались проблемы с сердцем, и одна за другой случались ситуации, угрожающие жизни. То угроза пожара, то угроза ДТП. Чудом избегала их. Вот. Следующая история от Альфии. Я слышала много чудесных историй о том, что Димаш перевернул жизнь, помог, дал силы преодолеть что-то, а кого-то и излечил от некоторых недугов. Моя история в этом плане довольно скучна и заурядна, но не спешите отказываться от прочтения. Может, в этой истории вы узнаете себя? Если честно, то я всегда была немного привередлива в вопросе музыкальных предпочтений. Полуголые безголосые певички раздражали, мейнстримные попсовые мальчики не цепляли. Но на свете много хороших артистов, которых можно слушать и даже получать удовольствие. Особенно, если они играют фончиком и не мешают делать домашние дела. Так было и в тот день, когда я узнала его.
Иду я, значит, из детской в сторону контейнера для грязного белья. В одной руке блузочки старшенькой, в другой колготочки младшенькой, в зубах носочки любимого мужа. На компе запущен случайный плейлист, и краем уха отмечаю, что группа, исполняющая известную песню А-Студио, шикарно справляется с поставленной задачей. Прикидываю на слух, что в группе 3-4 человека, и голоса у всех шикарные. Но прохожу мимо и вижу, что он один. Там не группа, там один человек. Мой шок описать сложно. Скажу только, что носочки любимого супруга чуть не были проглочены. Бросила все тряпье на пол и уселась смотреть. В тот день я пересмотрела много его видео, и каждое вызывало неописуемый восторг, трепет и невероятное восхищение талантом. Через некоторое время я свыклась с его шокирующим талантом и стала вникать в каждую песню, и вот тут открылось волшебство. Это удивительно, восхитительно, когда каждая композиция открывает новый мир, касается определенных струн души, выворачивает душу наизнанку, разбивает сердце, чтобы потом собрать его из осколков, но уже обновленным, очищенным. Это похоже на то, что делает врач, когда вскрывает старые раны, которые, казалось, и не приносят сильного дискомфорта, но минимальное неудобство присутствует, ведь многие раны затягиваются, а воспаление там остается и гложет годами. Также и музыка Димаша. Она открывала мои раны, заставляла переосмыслить их наличие, очищала и заживляла. Боль потери, глубинные страхи, чувство вины за некоторые поступки – все, что мы обычно прячем за маской, было вынесено из глубины на поверхность. Я копалась в этом, расставляла по местам, от каких-то чувств избавлялась, какие-то переосмысливала. Все, что обычно мы прячем за маской, было вынесено из глубины на поверхность. Я копалась в этом, расставляла по местам, от каких-то чувств избавлялась, какие-то переосмысливала. Не скажу, что процесс был легким, но я понимала, что это исцеляет меня. Так прошло несколько месяцев, и в какой-то момент я поняла, что маска мне больше не нужна, что меня больше не мучают застарелые раны. Конечно, остались воспоминания, сожаления, боль, но все стало другим, стало родным и нужным. Музыка Ди научила меня чувствовать, научила получать удовольствие от этих чувств, находить в них пользу. Я стала легче, перестала стыдиться своих эмоций, и именно это делает меня такой, какая я есть. Но на этом чудеса не закончились. Освободившись от оков и открыв свое сердце, я получила от Димаша новый подарок. Каждая нота его голоса начала рисовать целые миры в моем воображении. Иногда приходят статичные образы или зарисовки сюжетов, а иногда целые истории. Музыка дала мне толчок. Я захотела начать описывать эти мысли и образы, а люди, с которыми меня познакомила музыка этого принца, дали пинка для ускорения деятельности. Мне сложно судить, но многим людям очень нравятся мои описания, а я насмешливо зову их опусами. Ну и как бонус я приобрела огромное количество близких людей, в жизнь которых Ди принес что-то важное. Эти люди поддерживают, веселят, советуют, направляют и всегда рядом, хоть и за 1000 километров. Есть только один серьезный минус во всем этом. Я довольно импульсивна, и максимализм мне очень близок, поэтому возникла проблемка. После привыкания к чистому, душевному голосу Димаша я почти совсем не могу слушать других исполнителей, за очень редким исключением. И жить без голоса Ди я не могу дольше 3 дней. Но это не самая страшная человеческая зависимость. С этим можно жить, правда же? Добра, мира и любви вам, дорогие мои. Всех люблю не могу. Ну и заключительная 3-я история от Дерс по имени Ирина. Доброго дня. Расскажу свою историю знакомства с Димашем. Было это осенью, в далеком 2019 году, в гостях у хороших друзей и по совместительству меломанов, которые со мной на одной волне.
Во время застолья и разговоров о музыкальных новинках, о нестареющей музыкальной нетленке, хозяин дома с горящими глазами решил познакомить меня с мальчиком, который 100% мне понравится, и я просто обязана оценить это чудо. Как вы поняли, это был Димаш. СОС, славянский базар. Послушала, оценила виртуозность исполнения и дальше стала говорить о каком-то другом исполнителе. У хозяина застолья был шок. Как? Почему такая пассивная реакция? Он ставит мне любовь уставших лебедей, любовь, похожая на сон. Я все это слушаю, оцениваю техничность, необычность исполнения, и все. Он начинает суетиться и говорит: ну все, сейчас поставлю, шоу должно продолжаться, тебя это точно проймет. На что я: о нет, только не Фредди. Именно эту песню не надо портить кавером, не хочу даже слушать, все. На этом мое знакомство с Димашем завершилось. Периодически созваниваясь, встречаясь с этим человеком, слышала от него вопрос: ну как, ты Димаша дома слушала, как обещала? На что у меня была 1001 причина сказать: пока нет, но обязательно как-нибудь. У меня была очень ответственная работа, семья с вечными проблемами, которые надо срочно решать. Жизнь кипела и играла всевозможными красками. И Димаш в нее вообще не вписывался. И вот прошло 2 года. Дома случилась беда. Мама попала в реанимацию. Прогнозы неутешительные. Вечерами садилась в YouTube, листала бездумно всевозможные ролики, пыталась хоть на чуть переключить сознание от ощущения беспомощности и боли. Попалась Диана и реакции на нее. Реченька меня поразила. Звонок от друга. Интересовался, как дела. А я ему: ты слышал Диану? Ее реченьку. Круто. На что он мне: да, слышал, но Димаш круче. Для меня к этому моменту это уже стало прямо раздражающим фактором, когда исполнителя не хочется слушать уже чисто принципиально. Следующее утро. Еду по рабочим делам. Звонок. Вашей мамы больше нет. Шок. Пустота в голове и в душе. Нет. Нет. И единственная мысль – доехать до дома и не попасть в аварию. Тихо. Тихо. Главное – доедь. Все. Я дома. Тупо сажусь перед ноутом. Надо что-то делать. Кому-то звонить. Как-то дальше жить. Дышать. Дышать. Да. Закуриваю сигарету. Открываю ноут. YouTube. Глаз цепляет рекомендацию. Димаш. Вспоминаю слова, сказанные накануне другом. А почему бы и нет? Кликнула. Олимпико. Передо мной открылся портал. Вот реально портал, в который меня, мою душу, мою сущность засосало. Спряталась куда-то боль, обида на жизнь и ее несправедливость. Ведь я не смогла с мамочкой попрощаться. Не досказала, как я ее люблю. Не убедила ее, что она лучшая мама на свете. Я так много для нее не сделала, не сказала, не выслушала. Ушел последний мой родной человек на этой планете, для которого я – это просто я, которого любили не потому что, а просто за то, что я есть. А в голове в унисон с Димашем: ты сильная, ты справишься, живи, борись. Пишу, и слезы. До сих пор это моя боль. Не знаю, сколько раз я прослушала тогда Олимпико, пока не появились силы взять в руки телефон и произвести все необходимые звонки в таких случаях. И все, моя жизнь превратилась в туман. Димаш, Димаш, Димаш. Выбор ритуальных принадлежностей. Димаш, 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 сон. Наверное, еда. Похороны, боль, тоска. Димаш, Димаш, Димаш. Попадается песня, к примеру, «Махаббат». Слушаю 1 раз, не проникаюсь. Ухожу на другие его композиции.
Ага, сейчас. Ложусь спать, а он у меня в голове поет Махаббат со всеми куплетами и припевами, как будто я в совершенстве знаю казахский язык. Каждое слово пропевается в голове. Утром открываю глаза, поет родимый Махаббат. И так он меня подружил со всеми песнями, которые мне не зашли с первого раза. И так 40 дней. Я стала одержимой им и его голосом. Я не могла ни с кем говорить о чем-то другом, только Димаш или слезы. И только когда в глазах одной из своих знакомых при очередном моем желании приобщить ее к Ди, объяснить, показать, увидела жалость и сочувствие, замолчала. Все. Димаш стал только моим сокровищем, который живет в моем сердце, который лечит мою душу, который подбадривает меня и окрыляет. За те 40 дней он стал частью меня. Пусть Всевышний благословит его на долгие лета, и пусть его голос поможет исцелить и поддержать как можно больше душ на этой земле, а может и не только на этой. Ну вот, дорогие друзья, такие 3 для меня, во всяком случае, безумно интересные и глубокие истории. Я вам их прочитала, рассказала. Напишите в комментариях, насколько такой формат вообще вам интересен. Если у вас есть желание поделиться тем, как Димаш ворвался в вашу жизнь, то я приглашаю написать на мой email, который я оставлю в описании внизу. Также, если у вас какие-то есть пожелания, чтобы эти истории были покороче или, может, кому-то нравится, подлиннее, и я с удовольствием почитаю ваши комментарии по этому поводу. И, конечно, я не знаю, может быть, фан-клубы других певцов и артистов тоже наполнены такими восторгами и такими вообще сумасшедшими реакциями на творчество их любимых артистов-певцов. Я просто никогда не состояла ни в каком фан-клубе, никогда не слушала вот так, чтобы одного какого-то артиста, поэтому у меня ощущение, что только у Димаша такие замечательные дирс и такие глубокие и интересные люди. Все, на этом я с вами прощаюсь. Пишите. До новых встреч. И почему я прошу писать на e-mail? Потому что в комментариях они могут затеряться, эти истории, а на e-mail я обязательно их увижу. И с вашего позволения и разрешения их озвучу. Если кому-то хочется прикрепить какие-то фотографии, может быть, с Димашем есть фотографии, или с концерта короткие видео, чтобы проиллюстрировать вашу историю, то я это с удовольствием сделаю.